времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, простых, легких, красивых, ажурных, сложных, из разных ниточек. И я рада приветствовать новичков на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите обязательно плейлисты, где собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, свои комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Я очень рада, что мы собрались на этом канале. Девчата, спасибо вам большое. Я ж к вам с новым узорчиком. И сегодня это будут ниточки Alize Angora Gold Simli. Так? Очень классные ниточки. Мы с вами уже вязали из таких ниточек шальки, да, узорчики для шалик. Смотрите, в 100 граммах здесь находится 500 метров. И состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, она вот так вот переливается, интересно. Расцветочек у данной непосредственно пряжи очень много. Вы можете зайти по магазинам, посмотреть в интернет-магазинах. Очень много на ваш цвет, на ваш вкус и так далее. Смотрите, здесь нам производитель говорит, берите крючок от 2 до 4. Так, я беру троечку. Так, сфокусируйся, троечку беру. И девчата мне пишут, что они берут и крючки побольше, да, она становится такой вот более, узорчик такой более рельефный, такой более рыхлый, воздушный. Конечно, пробуйте, обязательно пробуйте. Крючки потоньше, крючки потолще, вас никто не ограничивает. Вы молодцы, вы дизайнеры, вы делаете, творите так, как именно хотите вы. Ну что, свяжем. Сегодня узорчик из данной пряжи. Я хочу показать. Ну, конечно, да, я хочу показать именно для палантина, но вы можете использовать вот куда угодно. Вот понравился он вам, вот куда угодно. Берите любую пряжу, любую толщину, любой состав. Если вам понравилась непосредственно структура узорчика, все, конечно, берете и вяжете. Итак, смотрите, сегодня у нас узорчик будет состоять из 47 петелек. Дело в том, что раппорт у данного узорчика 19 петелек. Но я вам покажу. У нас будут, получается, кромочные такие столбики стоять, да? И по центру. Но вы увидите, поймете. Итак, для начала мы с вами что делаем? Берем петельку фиксации, вначале делаем. Мы ее при наборе петелек не считаем, да? Договорились. А теперь набираем 47 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Угу. Вот так вот. Дальше что мы делаем? Дальше нам по узорчику необходимо, это не вспомогательный ряд, мы бывает делаем вспомогательный, да, для новичков. А это уже начинается узор. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Накид и в пятую петельку вводим крючок. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Вот эти вот петельки, которые мы делали, 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом. То есть у нас сейчас по итогу 2 столбика, да? Раз, два. Дальше идем. В следующую петельку еще один такой же столбик с накидом. В следующую петельку и во все последующие такие же столбики с накидом. Если вы вяжете вместе со мной, да, прям вот петелька в петельку, и вы точно так же набрали 47 петелек воздушных, то у вас по итогу должно получиться 47 столбиков с накидом. Ничего сложного, да? Первый ряд набирается всегда чуть медленнее. Не торопитесь, аккуратненько, не пропустите ни одну петельку и не провяжите ни одного лишнего столбика. Угу. Вот, тихонечко, аккуратненько столбики провязали до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Угу. Вяжу вместе с вами. Давайте, у вас получится. Так, девчат, провязали. Получилось, да, вот такая вот змейка-дорожка. Смотрите, небольшое уточнение. Ниточка классная, но ниточка, видите, пушистая, да, плюс еще с добавлением вот такого металлика. Вяжите аккуратненько. Распустить, если вы ошибетесь, можно, но сложно. Угу. Поэтому аккуратненько, не торопитесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И первые вот эти вот 2 столбика провязываем столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. Итого с 3 петельками подъема, вот с этими, у нас получается 3 столбика с накидом. Останавливаюсь на этом подробно, то что мы будем начинать и заканчивать наш узорчик именно 3 столбиками с накидом. То есть весь наш узор в каждом ряду будет начинаться и заканчиваться 3 столбиками с накидом. Запомнили?
Идем дальше. Одна воздушная петелька, а там, где у нас столбики, да, ряд со столбиками, пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик делаем накид, вводим крючок, вытягиваем ниточку и подтягиваем, не провязываем. Раз. Точно так же делаем второй раз. Точно так же делаем третий раз. Так. И все это вместе провязываем и зафиксируем. То есть новички, это, смотрите, это пышный столбик, да, называется. Я еще называю шишечка, бубочка. Вот. А вот таким вот образом вы вяжете шишечку. Шишечка, так скажем, среднего размера. Если вы захотите более такую, ну, пузатенькую шишку, да, то, естественно, вы делаете не 3 таких вот накида, да, и 3 петельки, вы делаете 4, 5, 6, 7 и так далее. Но учтите, что данная шишечка, да, в дизайне, в декоре, она съедает много ниток. Угу. То есть, чтобы потом вдруг, ай, не хватило. Не хватит. Угу. Итак, 2 воздушные петельки, накид, и сюда же делаем еще одну такую шишечку. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Провязали аккуратненько, зафиксировали. Все, у нас получилась вот такая вот рогатка, да, из пышных столбиков. Идем дальше. Пропускаем внизу, получается, 2 столбика, делаем одну воздушную петельку, 2 столбика пропустили, в третий столбик провязываем столбик с накидом. Раз. И в следующую петельку столбик с накидом 2. Пока повторяйте его, потом увидите узорчик, вы поймете, как его вязать. Дальше. Одна воздушная петелька, один столбик пропустили, в следующий столбик провязали столбик с накидом. Формируем вот такое вот окошечко. Одна воздушная петелька, один столбик внизу пропустили, через столбик провязываем столбик с накидом. Сделали второе окошечко. Одна воздушная петелька, столбик снизу пропустили, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Сделали, так скажем, 3 окошечка, да? Все. И закрываем все наши окошечки, то есть здесь будет у нас 2 столбика. Итак, после вот такой вот рогатки, да, с шишечками у нас получается 2 столбика, 3 окошка, 2 столбика. Угу. Так, идем дальше. Воздушная петелька, а внизу пропускаем 2 столбика. Раз, два. И вяжем в третий столбик точно такие же шишечки. Формируем рогатку. Раз, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же накид. Раз, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали. Аккуратненько зафиксировали. Вот вторая наша рогаточка из пышных столбиков. Угу. Дальше. Одна воздушная петелька. Внизу пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. Раз. В следующий столбик столбик с накидом 2. И в следующий столбик столбик с накидом 3. Вот. Вот закончилась наша, скажем, первая половинка нашего узорчика. Да? Мы начали с 3 столбиков и закончили 3 столбиками. Теперь ваша задача до конца ряда пройти самостоятельно и провязать точно так же. Воздушная петля, рогатка, воздушная петля. Так. 2 столбика, 3 окошка, 2 столбика, воздушная петля, рогатка, воздушная петля. И закончить точно так же 3 столбиками. Угу. Если вдруг чего не запомнили и так далее, то перематывайте чуть-чуть назад. И повторяйте все то же самое, как мы начинали отсюда. Понятно? Повторите, провяжите до конца. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, девчат, ну что? Я надеюсь, у вас получилось, да? Вот мы с вами остановились на 3 столбиках. Воздушная петелька, рогатка из пышных столбиков, воздушная петелька. Стеночка из 2 столбиков, 3 окошка, стеночка из 2 столбиков, воздушная петелька, рогатка, воздушная петелька. И вот мы закончили 3 столбиками, как и начинали, да? Получилось? Я надеюсь, что получилось. Итак, что делаем дальше? 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. И здесь несложно. Здесь мы с вами провязываем столбик в столбик, как договаривались. Начало, середина ряда и конец ряда у нас будут одинаковые, по 3 столбика. Угу. Дальше что делаем? Смотрите, 2 воздушные петельки. И вот у нас сформировалась такая вот арочка, да, из 2 воздушных петелек. В нее ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. И дальше у нас начинается стеночка из 2 столбиков. И провязываем точно так же. Столбик в столбик. То есть сейчас мы будем повторять. Дальше у нас идет воздушная. И мы воздушную петельку. Дальше столбик. И мы сюда столбик. То есть несложно совсем. Воздушная, воздушная. Столбик, столбик.
с накидом. Дальше опять воздушная петелька, да, повторяем. И там, где у нас 2 столбика, мы провязываем точно так же 2 столбика. Раз столбик и 2 столбика. Так? А теперь вот именно вот в этом моменте будут отличаться, да. То есть мы здесь делаем 2 воздушные петельки и ныряем вот в эту арочку, и в арочку провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки, а все остальное повторяем. То есть там, где столбики, столбики. Там, где воздушные петельки, воздушные петельки. То есть у нас отличаться будет только лишь наша вот эта вот рогатка из пышных столбиков. Понятно? Вот у вас должна получиться вот такая вот картина. Я уверена, что у вас получится, но ряд-то несложно, согласитесь, да? Все, дальше вы точно так же провязываете. Единственное, что в рогатку вы провязываете только лишь 1 столбик с накидом. В рогатку провязывайте 1 столбик с накидом. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, талантливые мои, получилось у вас? Я уверена, что получилось. Так, что делаем дальше? Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы уже знаем, что краешек мы провязываем 3 столбиками с накидом. Все, тут без вопросов. Отлично. Что делаем дальше? Дальше наша с вами задача повторить точно такую же рогатку, которая была у нас вот в этом начальном ряду. Итак, воздушная петелька, накид. Мы ныряем вот в верхушку. То есть в верхушке будет у нас рогатка вся полностью. Итак, взяли накид, вытянули ниточку. Вот так вот. Стоп. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И вторая шишечка сюда же. Накид сюда же. Раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Провязали. Зафиксировали. Вот наша рогатка. Видите? Дальше. Провязываем. Воздушная петелька. И 4 накида. Внимательно. Раз, два, три, 4. Теперь смотрите. Вот у нас было 2 столбика, 3 окошечка и 2 столбика. Так? Мы теперь идем к 2 вот этим вот столбикам, а именно к первому. Внимательно смотрите, как идем. Вот так вот захватываем столбик, видите? То есть столбик находится перед крючком, крючок за столбиком. Вытягиваем ниточку. Так, и теперь мы должны провязать все это дело. Смотрите внимательно, как будем провязывать. Захватили петельку и провязываем вначале 1 ниточку. Раз. Угу. Потом по 2. 2. 2. 2. Аккуратненько. 2 и 2. Вот таким образом. У нас получился такой длиннющий столбик. Называется рельефный лицевой столбик аж с 4 накидами. Так. Дальше что мы делаем? Опять 4 накида. Раз, два, три, 4. У нас второй столбик, да, у стеночки еще есть. К нему опять направляемся. Вот так вот захватываем, да. То есть у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем внимательно. Вначале 1 ниточку, а потом по 2. 2, 2, 2, 2, 2. За счет этого мы как бы немножечко удлиняем, да, вот этот столбик. Все, отлично. Дальше, получается, мы с вами повторяем узорчик. Вот наша воздушная петелька идет, так, воздушная петелька. Дальше столбик. Провязываем столбик в столбик. Для удобства вот так вот. Загните немножечко на себя, да, вот так вот вязание. Вот. Столбик в столбик провязываем. Есть. Дальше у нас по узорчику опять воздушная петелька, и мы воздушную петельку делаем. Дальше опять у нас столбик идет, и мы провязываем столбик в столбик. Повторяем. Дальше у нас опять воздушная петелька, так, а потом 2 столбика. Мы провязываем 2 столбика, но теперь мы будем провязывать вот за эти передние столбики. Понятно? Раз, два, три, 4. И вот первые 2 столбика вначале направляемся к первому столбику. Вот так вот его захватываем. Берем удобно вязание, чтобы нам можно было удобно провязать. Вытягиваем ниточку и провязываем. Договорились, да? Вначале 1 петелька, а потом по 2. 2. 2. 2. 2. 2. Есть. То есть вот так вот у нас получается как бы крестик. У нас еще второй столбик есть. Опять делаем 4 накида. Раз, два, три, 4. И идем ко второму столбику вот этому. Вот так вот его захватили точно так же, что столбик находится перед крючком. Вытянули ниточку и провязали. Вначале 1 петелька, а потом по 2 петельки. Итак, 2, 2, 2, 2,
2. Это вообще не сложно. Вы приноровитесь, и вам потом понравится. Мгм. Вот такой вот крестик. Пока, возможно, что-то непонятно, но когда вы на него в следующий поставите рядочки, столбики, будет классно. Итак, что делаем дальше? Дальше идем по узорчику. У нас здесь должна быть рогаточка. Одна воздушная петелька. Повторяем. И вот верхушку этого столбика формируем рогатку из пышных столбиков. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна такая же шишечка. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Угу. Итак, теперь у нас тут 3 столбика. Мы их провязываем обычными столбиками. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. А дальше получается, ваша задача повторить все то же самое, да? То есть вот где столбик, вы провязываете вот такую вот пышную рогатку, да? Там, где у вас идут вот эти вот стеночки с окошечками, вы провязываете вот такой вот крестик. Опять у вас будут пышные столбики, да, рогатка, и заканчиваете 3 столбиками. Несложно. То есть чуть-чуть перемотайте назад и опять то же самое повторите. Здесь будет тоже то же самое. Давайте, у вас получится. Встретимся в конце ряда. Так, девчат, я надеюсь, у вас получилось, да? Все то же самое провязали. После 3 столбиков все то же самое, как и в первой части мы с вами вязали вместе. Итак, что делаем дальше? Опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И мы уже знаем, что здесь провязываем столбики в столбики. Раз столбик и 2 столбика. Итого получилось у нас 3 столбика. Дальше наша с вами задача. Мы будем вязать, повторять, в данном случае, где рогаточка, точно так же, как мы вязали через ряд вниз. Да? Итак, повторяем 2 воздушные петельки. В рогаточку, непосредственно в арочку, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И здесь будьте внимательны. Вот у нас с вами получается вот такие вот рельефные, да, столбики были лицевые. Теперь мы должны будем провязать рельефные, получается, изнаночные. То есть мы захватываем наш этот вот первый столбик вот таким вот образом. Столбик теперь у нас сзади. Угу. Вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите, опять же, будьте внимательны. Вначале 1 петельку, потом 2, 2. Угу. Накид, второй рельефный столбик провязываем точно так же. Столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку и провязываем вначале 1 петельку, 2, 2. Так. Дальше, смотрите, по узорчику здесь мы все повторяем. Воздушная петелька, столбик с накидом, столбик с накидом. Воздушная петелька, столбик с накидом, столбик с накидом. Провязываем. Дальше воздушная петелька. Помните, да, мы же повторяем все так же. Смотрите, здесь опять у нас будет рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть захватываем столбик вот таким образом, что он сзади, за крючком. И провязываем вначале 1 петельку, потом 2, 2. И второй столбик точно так же. Провязываем 1 петельку, потом 2, 2. Все. Дальше повторяем то же самое. То есть, что мы с вами здесь провязывали, да? Получается 2 воздушные петли. И в нашу, получается, эту рогаточку, в арочку провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И там, где 3 столбика, провязываем 3 обычными столбиками. Раз, 2, 3. Все. Теперь вы поняли, да? Вторую половину вы будете провязывать точно так же, как и первую. Да? Вот. У вас должно получиться вот так вот. Пока может быть непонятно, но потом в процессе, видите, увидите, будет как у вас красиво. Давайте. Провяжите до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, провязали, да, до конца. Надеюсь, у вас получилось. То есть вам нужно было повторить все, что мы связали в первой половине. Точно такая же и вторая половинка у нас. Итак, продолжаем дальше. 3 петельки подъема опять. Раз, два, 3. И мы уже знаем, да, что с краешка мы вяжем столбики с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Смотрите, чтобы вы уже наверняка не запутаетесь, у нас здесь будут чередоваться, получается, рогатка из пышных столбиков, да, пышных шишечек наших. Столбик обычный с накидом, рогатка, столбик. Значит, следующий у нас будет что? Правильно, рогатка. Итак, воздушная петелька. И в верхушку нашего столбика вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна такая же шишечка. Раз, 2,
3. То есть шишечками вы с рогатками поняли, да? Будем чередовать. Есть, нету, есть, нету, есть, нету наши рогаточки. Итак, продолжаем дальше. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Там, где у нас с вами было 2 столбика, да, начинаются наши окошечки, накид. Здесь будьте внимательны. Вводим крючок сзади наперед, то есть мы здесь будем столбики провязывать точно так же рельефными столбиками. Вытянули ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Накид. Сюда же опять во второй столбик ввели точно так же. Здесь будем делать рельефно-лицевой столбик. 1 петелька, 2, 2. Угу. Воздушная петля дальше по узорчику у нас. Формируем окошечко опять. Обычный столбик с накидом. Воздушная петля. Формируем окошечко. Обычный столбик с накидом. Воздушная петля. И вот эти вот опять 2 крайних наших столбика провязываем точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1 петелька, 2, 2. Следующий накид. Точно так же крючком захватили столбик и провязали. 1 петелька, 2, 2. Видите? Получается, у нас с вами как бы будет такой объемчик, да? Видите, у этого крестика в продолжении будет объемчик. Что делаем дальше? По узорчику воздушная петелька и рогатка опять. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и вторая половина нашей рогатки. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька и вот наша стеночка из обычных, да, 3 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Все, первую половинку мы с вами провязали, вторую половинку вы провязываете самостоятельно. Угу. Не забудьте, что вот эти вот 2 крайних столбика, да, мы провязываем рельефными лицевыми столбиками, а все остальное точно так же. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно. Если что, перематывайте его сюда на начало, а здесь я вас встречаю. Давайте. Так, девчат, смотрите, какая у нас уже получается объемненькая красота. Угу. У вас также получается? Так, продолжаем дальше. Опять 3 петельки подъема. Следующий ряд, поворот. Крайние столбики наши. 1, 2, столбик с накидом. Теперь несложно. Теперь мы с вами будем повторять предыдущий ряд, да, вот который у нас был именно вот с одним столбиком. Помните? Вот точно так же будем провязывать. Итак, повторяем. 2 воздушные петельки в арочку нашу вот в эту вот, да, делаем столбик 1 с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И там, где у нас рельефные были лицевые столбики, помните 2 столбика, да, мы их провязываем рельефными изнаночными. То есть у нас столбик находится за крючком, захватываем ниточку и провязываем 1 петельку, 2, 2. Угу. И второй столбик точно так же. 1 петелька, 2, 2. Воздушная петля, окошки ж мы оставляем, да. Итак, столбик в столбик, воздушная петля, столбик в столбик, обычные столбики, воздушная петля и опять 2 рельефных изнаночных столбика с накидом. Захватили крючком, ниточка 1, 2, 2 петелечки. Захватили опять крючком, у нас получается столбик за крючком. 1 петелька, 2, 2. Все, понятно? Опять 2 воздушные петельки и в эту нашу арочку провязываем 1 столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И там, где у нас стеночка из 3 столбиков, провязываем обычные 3 столбика. Все, на фоне всех обычных столбиков наши вот эти вот рельефные столбики, да, у окошечек, они как раз придают такой вот объем узорчику. Все, несложно. Повторяйте вторую половинку самостоятельно. Так, не забудьте про 2 столбика с одной стороны и с другой стороны. Все, встречаю в конце ряда. Давайте. Так, девчата, я надеюсь, у вас получилось. Потому что, ну, смотрите, несложно, да, получается интересно. Итак, мы будем продолжать дальше. Смотрите, теперь у нас с вами должен быть опять точно такой же крестик. Угу. То есть здесь у нас будет опять наша рогаточка, да, похожая на сердечко, да. И у нас будет такой же крестик. Повторим. Так, давайте. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот наши крайние столбики. С накидом 1 накид и 2 накид. А теперь мы с вами провязываем вот эту вот рогаточку из пышных столбиков. 1 воздушная петелька, накид. И в верхушку предыдущего столбика провязываем
шишечку раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и сюда же накид раз, накид 2, накид 3. Провязали аккуратненько, зафиксировали, воздушная петля. Все, и начинается наш крестик. Вспоминаем, мы делали 4 накида, 1, 2, 3, 4, и направляемся ко вторым столбикам, да, первые 2 столбика, вторые 2 столбика. Итак, за первый захватились таким образом, что у нас крючок за столбиком, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2 петельки, 2, 2, 2, 2. Есть, первый пошел. Дальше опять 4 накида, 1, 2, 3, 4, и за второй такой же рядышком столбик. Захватились, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2, 2, 2, 2. Отлично. Дальше продолжаем узорчик. Воздушная петля, помним, да? И у нас окошечки. Итак, первый столбик для окошечка, обычный столбик, 2 петельки и 2 петельки. Воздушная петля, второе окошечко, да? Вот он, обычный столбик для окошечка. Провязываем 2 петельки, 2 петельки и воздушная петля. А теперь 4 накида опять. 1, 2, 3, 4. И возвращаемся к первым нашим 2 столбикам, а именно к самому-самому первому. Вот так вот беремся удобненько, чтобы можно было провязать. И провязываем 1 петелька, 2 петельки, аккуратненько 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Так, первый крестик готов. Опять 4 накида. 1, 2, 3, 4. И вот он, второй наш столбик, такой рельефный, да? Точно так же захватываем сзади наперед, берем аккуратненько, как нам удобно, и провязываем 1 петелька, и потом по 2. 2, 2, 2, 2 и 2. Все, первый крестик наш готов. Видите? То есть вот так вот повторяется будет. Плестись, так скажем. Итак, дальше у нас идет наша рогаточка из пышных столбиков. 1 воздушная петля, и в верхушку вот этого столбика провязываем нашу рогаточку. Накид 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. Угу. Дальше у нас по узорчику идут 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же еще одна такая же шишечка-бубочка. 1, накид 2, накид 3. Провязали. Так, аккуратненько. И зафиксировали. 1 воздушная петля и наша стеночка из 3 столбиков. Угу. Все, первая половинка готова. 1, 2, 3. И вторую половинку вы провязываете самостоятельно. Да? Потому что несложно. Потому что уже повторение идет, да? А вы уже все прекрасно знаете. Давайте провязывайте самостоятельно. Если что, перематывайте вот сюда, да, на начало. А в конце ряда я вас встречаю. Красота? Угу. Давайте, у вас также получится. Так, смотрите. Красиво получается. Гляньте, как объемно, да? Вот видите, изнаночка наша, лицевая наша сторона. Вот наш объемчик, вот наша косичка. Все, девчат, смотрите, дальше будет только повторение. Вы уже знаете, да? То есть там, где у нас были шишечки, да, рогаточка, мы провязываем 1 столбик. 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик. Так? А здесь мы с вами не забываем. Там, где рельефно, мы провязываем рельефными. Там, где окошечки, наши окошечки. Все, несложно. Крайние столбики, центральные столбики, обычные столбики с накидом. Все. Теперь давайте немножечко вырастим, да, хотя бы еще на один вот такой вот, на одну такую вот загигульку, да, и посмотрим, что получается. Думаю, получится шикарно. Угу. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, девчат, смотрите, какая получается красота. Сделала я так как бы еще одну загигульку такую, да, в продолжение. А, как вам? Да, узорчик будет как бы односторонний, да, но с обратной стороны тоже прикольно смотрится, все аккуратненько, все ровненько. Смотрите, какой объем, какой рельеф. Прикольно. Мне нравится. А как вам? Итак, давайте померяем. Конечно, вы будете каждый сам для себя вязать, да, свою ширину и свою длину, если это будет у вас палантинчик, а может быть кофточка, да, может быть жилеточка. Но вот мы с вами, получается, набирали 47 петелек, это получается 21 сантиметр, если этой же пряжи, этой же крючком, этой же плотность вязания, да.
Так, сколько же у нас тут рядочков получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. И это у нас получается 13, ну, практически там 12,7, 12,8 сантиметров, да? Но интересное. Если вы будете вязать из других ниточек, обязательно покажите. Будет очень интересно. Из толстых, из тоненьких ниточек. Вот это вот объемчик вообще мне нравится. И еще, девчат, смотрите, под конец, я решила попробовать сделать вот эти вот шишечки, вот эти рогаточки, да, из 5 вот этих петелек. Смотрите, здесь у нас было по 3, да? Видите, 3 так жиденько, мне кажется, выглядит. А здесь я набирала по 5. Гляньте, какие бубочки, прям настоящие сердца, да? Интересно? Если это будет розовый, может быть, цвет, да, если это будет именно непосредственно к тематике там Валентина, а может быть нет. Но интересно, да? Смотрите, какие они пышные становятся. Пышнее, они красивее. Но не забывайте, чем пышнее, тем больше съедают ниточек. Угу. Если хотите акцент сделать на сердечке, делайте пышнее сердечки. Если хотите сделать акцент непосредственно на вот этот вот рельефчик, да, то, естественно, делайте на рельефчик акцент. Классно? Классно. Итак, я жду ваши комментарии, ваши отзывы, ваши предложения, ваши пожелания. Угу. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подпишитесь, те, кто еще не подписался. Впереди много интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также не забывайте поделиться, да, внизу под экраном вы увидите под видео такую кнопочку, да, со стрелочкой «Поделиться». Нажимаете на нее и делитесь со своими подружками в различных соцсетях. Всем спасибо заранее большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.